Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем шлем из своих сердец свет божественной любви, мира и добра вам. С волшебным днем 22.02.2022, 22 февраля 2022 года, с началом Нового года в новой реальности божественной любви. Сегодняшний утренний выпуск посвящен важной теме, которую многие уже ожидают. Это агрогороскоп с 24 по 28 февраля 2022 года. Итак, 24-25 февраля убывающая луна будет в знаке Стрелец. Это четверг-пятница. Подготовка к выходным. Очень хорошо, что так выпало на этой неделе. Замечательное время. Посевы не проводим в Стрельце. Здесь переход Луны из третьей в четвертую фазу, поэтому никаких дел не проводим, связанных с посевами. Естественно, с рассадой никаких работ. Для цветов актуально. Они все у нас в доме сейчас или в теплице. Важно 24-го провести защитные мероприятия от вредителей и болезней, а вот уже 25-го можно и проводить зеленые операции. Напоминаю, для новичков зеленые операции – это желтые нижние высохшие листики, цветоносы, которые подсохли уже, чтобы они не брали на себя, на формирование семян питательные вещества, их тоже обрезаем. Поливы в знаке стихии огня бесполезны. В данном случае вот 25 до 19:30. Здесь все 24 часа. Подкормки не проводим в этом знаке. Идет ожог корней. Ну а если по листикам подкармливать, то и ожог листьев. В саду уже можно заниматься полностью обрезкой садовых растений. Там, где есть в этом необходимость и позволяет погода. Вот это как раз хорошо. Зеленые операции проводим, заготовки тоже проводим, качественные получается. А вот с квашением нужно пока подождать, потому что уже вот-вот можно будет этим заниматься. Я знаю, что вы ждете. Скоро. Настойки в это время очень хорошо будут качественные. И желательно в дни Стрельца на убывающей луне это корни. Из корней готовить настойки или какие-то мази готовьте, все получится очень хорошо. Рыбалка. Вот рыбалку в знаке Стрельца наши друзья сказали, лучше не ходить на рыбалку, хотя убывающая луна. Ну вот такая подсказка. Это не наш опыт. Что касается вот новой рубрики «Сбор почек, хвои», то в знаке Стрелец очень-очень это хорошо делать, тем более, что это уже глубокая убывающая луна. И ничего страшного, что здесь переход Луны из третьей в четвертую фазу, можно это делать. Я вас прошу делать это очень аккуратно. Берегите деревья, делайте все очень тщательно, потихонечку, понемножечку, оставляя возможность развиваться в дальнейшем деревьям. Теперь переходим к этим прекрасным 2 дням, которые многие ожидают. Это 26-27 у нас Козерог будет, убывающая луна в Козероге, 27 до 21 часа 37 минут. Здесь немножечко будут некоторые агроприемы сокращены, но давайте рассмотрим все по порядку. 26 и 27 мы можем с вами преспокойненько заняться посевами всех корнеплодных. В теплице редис высевать, морковь, свеклу. Для северных регионов это подзимний посев можно проводить. Те, кто собирается выращивать лук из семян, семена лука на рассаду прекрасно пойдут. Можно высаживать лук-чеснок при хорошей погоде. А также в теплицах у нас на юге высаживают картофель ранних сортов. Для тех, кто будет позже высаживать, хорошее время для яровизации. 26-го это можно делать весь световой день, а вот 27-го только до 16:30. Затем идет у нас период уже подготовки Луны к спячке, Луна без курса с 17:50 до момента перехода в знак Водолей. Вот, пожалуйста, по этим посевам где-то себе заметки сделайте. Рассада. Вот сейчас вот в Козероге 26-27 весь практически световой день до 16:30 можно пикировать, пересаживать, перевалку делать. Все, что нужно, высаживать рассаду, все, что нужно, вот это, пожалуйста, делайте.
Вот это получится очень хорошо. Как всегда, в любом знаке берегите корни. Пожалуйста, не режьте корешочки. Это голова. Не отрезайте с головы уши, нос, глаза и так далее. Потому что корни у растений – это голова. Далее идем. У нас по цветам и комнатным цветам, и цветы сейчас в доме рассадные. У многих уже растения готовы к прищипке. Можно вот использовать, если у вас уже большие вот эти части для перещипки, используйте их как черенки, укореняйте, у вас увеличится количество растений. Так что используйте этот момент. Если же у вас готовы цветочки уже к черенкованию, черенкуйте, укореняйте. Это уже время Козерога, убывающая луна, естественно, хорошо корни образуются в этот период. Да и уже весна во всем ощущается, световой день увеличивается, поэтому здесь уже процесс образования корней пойдет быстрее. 27-го это нужно сделать до 16:30 все эти работы. Ну, естественно, здесь с цветами можно и перевалку, и пересадку. Все, что вам нужно для комнатных цветов, для комнатных растений, не только цветов, у многих есть растения. Делайте в эти 2 дня Козерога очень хорошее время, хорошие энергии. Поливы очень хорошо 26-го, а вот что касается 27-го, пожалуйста, до 13 часов надо полить, потому что следующий знак стихии воздуха. Если много будет заливаться, то, естественно, корни начнут задыхаться. Естественно, подкормки очень хорошо в это время проводить, но здесь лучше провести утром до 10 часов утра 27 февраля, чтобы растение могло впитать и воду, и питательные вещества принять, и подготовиться к этому периоду, когда будет занято дыханием, к водолею. В саду очень хорошо, снова же, обрезка садовых растений, ну и укоренение черенков. Я сколько раз делала нарезку черенков смородины, всех видов смородин прекрасно получается в это время, так что можете и эту работу, сразу же обрезая череночки, можете и укоренить черенки. Вот обрезка садовых растений, все это можно дальше делать полностью до конца светового дня. Укоренение только до 13 часов. Здесь снова связано с энергиями Козерога, которые уже перестанут работать для укоренения после 13 часов. Зеленые операции прекрасно, заготовки очень хорошо, качественно получается. Вот этот момент истины квашения капусты, его можно было вечером начать. У нас в 19:30 начало, можно в 19:30 вечером. Или же вот можно проводить 26-го все сутки и до 16:30 27-го квасьте капусточку, вкусная получится. И не забывайте, что если долго держать в теплоте, она будет прокисать в любом случае. Настойки готовить в это время хорошо, особенно из корней растений. Вот, рыбалка, смотрите, пишу большая буква, да, потому что именно в Козероге тоже очень хорошо ловится рыба на убывающей луне. Пожалуйста, используйте эту информацию. Сбор почек и хвои тоже очень хорошо. Снова же берегите наши растения. Не все подряд срезайте, собирайте, очень аккуратно это делайте. Растения живые, сущности, как и мы с вами. Только их души чуть-чуть юнее, чем наши. Понедельник, 28 февраля, завершится месяц в знаке Водолей. Вечером начинается время Гекаты в 20:36. Новолуние у нас 2 марта. Поэтому и Водолей нам подсказывает, и плюс энергии Гекаты. Говорят нам, пожалуйста, не сейте семена, не пользуйтесь в это время никакими агроприемами с рассадой, не трогайте в это время растения. Но актуальна, снова же, защита от вредителей и болезней для всех растений, которые находятся у вас в доме или в теплице. Поливать нельзя, естественно, и подкормку нельзя делать. Зато можно проводить обрезку садовых растений. Зеленые операции тоже, заготовки тоже. А вот квашение и настойки уже не советую. Квашение уже будет сухое, это как капусточка, горьковатая. Настойки – это знак Водолея и уже энергии Гекаты. Зачем нам
негативная вот эта энергия, то есть отсутствие вообще какой-то космической энергии, и неизвестно от Гекаты, что мы можем получить, поэтому настойки не делаем в это время. Но рыбалку можно, на рыбалку пойти и собирать почки, хвои, веточки, вот это можно делать, но снова же очень аккуратно. Продолжает наш выпуск постоянная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 24 по 28 февраля. Напоминаю, время московское. И мы живем в 2022 году. В четверг и пятницу практически здесь энергии будут одинаковые, кроме вот последней рубрики, но мы сейчас об этом более подробно поговорим. Давайте рассмотрим более подробно все эти дни и все наши дела. 24-25 энергия огня, прекрасно горит печка. Тесто, убывающая луна, но здесь знак стихии огня, с убывающей луной получается очень хорошо. Далее, рукоделие мы пропускаем очень быстро, не хочется сидеть долго, усидчивости нет, поэтому не начинайте новых творческих дел. Стрижку волос делайте, стрижку ногтей тоже делайте, а вот с покраской волос, пожалуйста, это перенесем чуть-чуть позже. Мытье волос тоже хорошо будет качественно. Продолжаем вот этот курс очистки кожи. Он скоро у нас закончится, буквально через пару дней. Так что не забываем завершать это все, делать как положено. Утром, вечером, когда вы там готовите это все, делаете. Продолжаем. Очистка кожи. Ремонт можно делать, проветривать вещи в знаке стихии огня прекрасно. Ну, естественно, если погода у нас, солнышко и ветерок. Стирку можно проводить, единственное, что качества особого не будет. И уборку можно проводить. Это знак стихии огня. Особого качества тоже не будет. Не проводим начало инкубации 24, а вот с 25 начинаем вот этот период. 17-18 марта полнолуние. И вот если в этот момент из инкубации появляются цыплята, в данном случае нам нужен 21 день, 20-21 день, иногда 19. У нас по-разному был выход цыплят. Так вот, можно начинать закладывать в инкубацию 25 февраля в Стрельце. Желательно все эти вещи делать в дневное время. Но если у вас вдруг квочка, то ей нужно делать это вечером, то, естественно, квочки, чтобы она спокойно перенесла вот этот период приема яиц, то это можно вечером. Но желательно, если у вас искусственная инкубация, свой инкубатор, то делайте это днем. Итак, мы разобрали, что у нас начинается период инкубации для цыплят, для квочки. В субботу 26-го в Козероге и воскресенье тоже в Козероге. Здесь у нас одинаковые все вот эти рубрики, поэтому я не буду их выделять отдельно дни. 26 и 27 может быть дым. Тесто прекрасно получится. Рукоделие, вот это хорошее время, творческое время для начала. Усидчивость, идеи появляются и творите. Стрижка волос можно, стрижка ногтей можно, покраску волос вот в Козероге можно делать. Мытье волос тоже и очистка кожи можно. Это Козерог, можно его очень хорошо использовать в это время. А вот что касается ремонта и проветривания вещей, не делайте это в Козероге, качество будет не очень хорошее. И вот суббота-воскресенье, это редко бывает, когда выпадает возможность генеральной стирки, генеральной уборки. Знак Козерога как раз нам помогает вот эти два дела сделать качественно. Вот на это время перенесите себе стирку генеральную, чтобы все чисто было, и уборку. В выходные можно этим заняться. И вот эти 2 дня также очень хороши для того, чтобы закладывать яйца, куриные яйца на инкубацию или же под квочку. Вот эти 3 дня как раз хороши для цыплят. Далее идем вот это понедельник, уже после таких рабочих, интенсивных дел, придется отдыхать. Понедельник, 28 февраля, завершается месяц в знаке Водолей. Хорошо горит печка, тесто прекрасно получается, Водолей стихия воздуха. А вот, пожалуйста, рукоделие, этим уже не занимайтесь. Обратите внимание,
Это время уже подготовки к новолунию, это время энергии уже черной луны. Поэтому ни стрижку волос, ни стрижку ногтей и покраску волос не проводим. Здесь совпадают энергии стихии воздуха и энергии, отсутствие энергий, позитивных энергий для нашего организма, поэтому не трогаем наше тело, наши волосы, ногти в это время. А вот мыть волосы можно. И вот то, что я вам говорила, очистка кожи. Вот это уже завершение. Вечером у вас будет завершение вот этого процесса двухнедельного очистки кожи. Все на этом завершается, а далее у нас будет перерыв. Тот, кто еще что-то до конца не завершил, будет через 2 недели снова начинать. Ну вот, вечер, пожалуйста, запомните. Далее, ремонт. Дело в новолуние – знак хороший для ремонта, для проветривания вещей. Просто в это время очень мало энергии. И постарайтесь эту энергию сберечь, спокойно провести, встретить вот это новолуние. Оно очень сложное. И дать возможность своему организму отдохнуть. Тем более вы поработали в выходные. И уборку уже не надо делать. Ну, чисто такое, что после себя убрать, это всегда нужно делать в любой день. И вот это время уже нельзя закладывать на инкубацию цыплята. Видите, как хорошо, что у нас вот эти 2 замечательных, прекрасных дня, очень хороших, и в знаке и стихии, и в знаке вот этих энергий еще космоса, они хороши для того, чтобы мы вот эти дела свои завершили в феврале месяце и февраль оставили чистым, здоровым и с хорошим фундаментом для будущего своего, в данном случае у нас для домашнего хозяйства, для птицеводства. Луна для здоровья более полная характеристика. Итак, 24 и 25 февраля убывающая Луна будет в знаке Стрелец. Ну и накладывается еще 24 переход Луны из 3 в 4 фазу. Будьте внимательны, в это время это стрессовая ситуация. Очень сложно нашему телу находиться в спокойствии, тем более это Стрелец. Обращайте внимание на эти моменты, дайте себе отдохнуть и не заводитесь, и не вникайте, и никуда ни в чем не участвуйте, где требуется сброс вашей энергии. Итак, Луна в Стрельце. В это время нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери. А также в это время нельзя проводить ортопедические операции. Обостряются в это время такие болезни, как цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Опасны в это время бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Они в это время как раз активируются. Но вот что можно лечить в это время? Так вот, ангину, бронхиты, это органы дыхания, вот, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, мигрени, гипер- и гипотонии, щитовидную и вилочковую железы. Флюорография менее вредна именно в это время. Так что проводите съемку своих органов. В это время вот эти съемки не так опасны, как в другие дни. Как вы уже поняли, в дни нахождения Луны в Стрельце более всего уязвима печень. Поэтому будьте внимательны, берегите в это время этот орган, а также уязвимы в дни Стрельца тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Что в это время лучше избежать? Обязательно нужно исключать из своего приема алкоголь, в питании копчености, шашлыки, жирные продукты и лекарства, химические, особенно неизвестные новые. Зато можно готовить нежирные сорта мяса, рыбу, растительные масла использовать для приготовления различных блюд, молочные, кисломолочные продукты, различные орехи, морковь, свеклу, капусты, зеленушка, которая у вас есть. Вот сельдерей очень хорошо готовить, добавлять всего, салатики с ним делать. Прекрасно овощные супы идут, горох, фасоль, чечевица и готовьте различные каши. 26 и 27 здесь будут работать энергии
убывающей Луны в знаке Козерог. Козерог. В дни нахождения Луны в этом знаке уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, кости, суставы, сухожилия, особенно колени. Обратите на это внимание. В период нахождения в Козероге очень опасно, велика опасность переломов. Уязвимы все кости нашего тела. Поэтому нельзя проводить операции на любых косточках, больших и малых, а также на коленных суставах, костном мозге. И нельзя удалять в это время зубы. Перенесите посещение зубного врача на чуть позже период. В это время обостряются такие болезни, как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Но можно проводить операции на легких и на желудке. Эффективное лечение в это время в Козероге – лечение астмы, заболевания дыхательных путей, диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы, двенадцатиперстной кишки. И несколько слов о питании во время нахождения Луны в знаке Козерог. Это суббота-воскресенье. Откажитесь от алкоголя, от крепкого и любого кофе. Шоколад в это время нельзя. Нельзя жирную жареную еду, острые соусы, соль, различные острые майонезы. Вообще исключите майонезы в это время. Что можно готовить? Постное мясо, яйца отварные, любую морскую рыбу, растительные масла. И здесь же тоже приветствуются молочные, кисломолочные продукты, орехи, морковь, свекла, лук очень хорошо готовить в это время. И из него различные блюда, зеленушка, капуста, клюква есть, очень хорошо в это время ее использовать в питании, а также гранаты. Вот в этот период уже можно готовить различные макаронные изделия, из муки готовить пирожки, печь, жарить. Можно готовить свежие и вареные овощи. И очень полезен в это время чай из шиповника. Для печени просто исключительно. И остается у нас еще один день, 28 февраля, завершающий день февраля. И он у нас будет проходить в знаке Водолей перед новолунием. Просто уже очень мало космической энергии. Будьте внимательны, в это время еще раз вас прошу. Ну и что в это время у нас важно? Уязвимы в это время ноги. Это лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Напоминаю, в это время часто хватает судороги икроножных мышц, а также бывают боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также беспокоит в это время тромбофлебиты. При луне Водолея, обратите внимание, нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. Здесь и сам знак, стихия воздуха, нам не дает такой возможности, идет подсказка. Мы не используем это время для таких операций. Плюс еще впереди у нас время Гекаты, черной луны и новолуния. Кстати, обратите внимание, обостряются в это время такие болезни, как варикоз, тромбофлебит, геморрой беспокоит и нервные болезни. Поэтому эффективны нетрадиционные методы лечения. И о питании. В первую очередь поговорим, от чего нужно отказаться. От различных сладостей, особенно от продуктов, в которых есть крахмал, от газированных вод, консервированных напитков, от шоколада, картофеля и от грибов. Можно готовить мясо, шашлык. Есть колбасы различные, и домашние в том числе. Можно доставать консервы, покупать консервы. Любая рыба и рыбопродукты подходят в это время для нашего организма. Особенно приятно телу и органам внутренним каши гречневая, пшеничная, овсяная. Готовьте проростки, салаты из проростков зерновых и бобовых культур и хлеб с отрубями.
Ну и без термической обработки в это время очень хороши свежие овощи и фрукты. А также готовьте какао. Вот Водолей – это время, когда вот даже хочется этот аромат какао слышится. Готовьте, пейте какао, оно очень полезно. Ешьте различные орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, а также фасоль, сою, другие бобовые культуры. И пейте чай из ромашки и каркаде. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Мы искренне вам желаем еще раз мира, добра и принимаем и шлем вам божественный свет любви, свет божественной любви, мира и добра, крепкого здоровья, исцеления вам, молодости, энергии, красоты, изобилия в вашей жизни, в нашей новой реальности. Для вас работали, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Не забудьте отметить наш труд лайками, комментариями и делитесь этим видео с другими своими друзьями, родными, теми, кто вам дорог. А если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш канал. Прощаемся. Всего-навсего до следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!